Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за вашу поддержку, за ваши слова добрые, за лайки, подписки, комментарии. Спасибо за то, что делитесь своим сокровенным. Тема сегодняшнего расклада. Кто в окружении твоем двуличен? Чего тебе ждать от них? Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, себя вы узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним, что вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе от результатов этого расклада, расклад общий, не забывайте, пожалуйста. Мои хорошие, в любом случае нужно любить себя, искать себя, никогда не сдаваться. Только вы творец своего счастья. Итак, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Так, девочки, какая-то у меня такая история тут выходит. Сами по себе очень хороший друг. Девочка, которая всегда придет на помощь, поддержит и словом, и делом. Тут какая-то история, знаете, незаконченная. Она как троеточие поставлена. Мне об этом говорит вот эта карта беременности. Эта беременность это как процесс, да? Этот процесс в идеале заканчивается рождением ребенка. А тут вот следующая вся история, как будто бы, в идеале вы точно не такого окончания хотели, в идеале вы видели по-другому всю эту историю, может, какой-то хэппи-энд себе, да, видели, напридумывали, а тут встреча с каким-то мужчиной. Мужчина у меня, я уточнила специально, это не вы. А мужчина в отношении вас почему-то проявил себя по карте крыса, подлость, предательство, манипуляции, как за спиной что-то. Это не договоренность, какая-то утаивание чего-либо. Это вот прямо это двойная игра, это где-то забыли вас о чем-то предупредить или умолчали о чем-либо. Ну и в принципе карта павлина у меня часто так она проигрывается. Мужчина внешне может быть привлекателен, импозантный, такой умеет себя подать, привлечь внимание может. Тут карта князь еще вышла. У кого-то это, в принципе, мужчина ресурсный, интересный для многих женщин, привлекательный, лакомый кусочек. Но он настолько может превозносить свои там какие-то достоинства, которые, несомненно, у него есть, но при этом тщательно камуфлировать, да, умалчивать о своих недостатках, а потом вот эти вот недостатки, то ли в виде тут дальше какая-то ярость у меня, проявление, то ли характер не очень, мягко говоря, прекрасный, то ли опять по карте крысы это какие-то манипуляции, предательства, опять какие-то такие вот какие-то темные делишки, которые шлейф из которых тянется за ним. Но вот это все умалчивается, потом это все вскрывается, и настолько картина разнится между той вот изначально, кто он там о себе, как он себя нес, преподносил и подавал, и то, кем, не буду говорить, оказался, вы понимаете, да? Огромная разница. Этот мужчина, вполне возможно, тут вы хотели дом, семью, общий, да, но почему-то болезненная ситуация, карта болезненная, и карта лиса хитрая, и князь. У кого-то элементарно мужчина не готов был к серьезным взаимоотношениям, не готов, не хотел, у кого-то в принципе какая-то хитрость с домом связана, может не до конца доразведен, еще что-нибудь. Давайте так. Так, у кого-то мужчина тут еще вот как-то проявился, для вас это было очень неожиданно и болезненно. Вот так вот, это могло и у вас даже ярость вызвать, его проявление. Вообще показано мне в этой истории, если можно сказать, вы пострадали, да. Как минимум вы не получили желаемое. Желаемое, все мы хотим счастья, любви, здоровья, да, здоровых взаимоотношений. Тут карта вечная невеста. Мы могли вкладываться,
во взаимоотношения. Вечная невеста. Женщина всем хороша. На самом деле, без преувеличений. Внешние данные, интеллект, все. Навыки, способности, таланты. Единственное, эта женщина обесценивает себя, может слишком стараться, слишком хотеть вот получить, допустим, то ли взаимоотношения с этим мужчиной, этого мужчину как приз. В принципе, она может как-то мужчине дать понять сразу, насколько он для нее важен, тем самым обесценивание себя, тем самым вот начистили ему корону, он поверил в то, что он тут самый лучший, да, и как будто бы уже идет такое, знаете, как ощущение у этого мужчины, ощущение того, что его любят больше, чем чем он. И как будто бы ему не обязательно уже там стараться, да, его и так любят таким, как он есть. Вот что-то тут такое. Тут вот отчасти из-за этого даже, я вижу, вот эта карта, это как ребенок, видите, тут сидит на лесенке, разбитые эти коленки сбитые, разорваны штаны. Это история о том, что оплакивание где-то несостоявшейся этой любви, каких-то иллюзий, надежд, эти лопнули, как мыльный пузырь. Карта одиночества и усталости. Ну, кто-то говорит, я больше не хочу рисковать, не хочу создавать какие-то такие отношения, идти в них так, как я. Лучше никак, чем как-нибудь, да. А у кого-то просто даже боитесь уже повторения, да, боитесь повторения вот этой вот для вас очень болезненной ситуации. Разочарование. Разочарование у многих в мужчинах, в каких-то тут любовных историях. Вот тут у меня вот такая ваша сигнификация, девочки, вышла. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, кто в окружении твоем двуличен, чего тебе ждать от них, от этих людей, да? Может, люди, группа лиц, какие-то женщины, группа лиц перевернулись. Итак, кто в окружении твоем двуличен? Чего тебе ждать от них? Кто в твоем окружении двуличен? Чего тебе ждать от них? Кто в окружении твоем двуличен? Чего тебе ожидать от них? Так. Кто двуличен в твоем окружении? Чего ждать? Начинаем. Кто в твоем окружении двуличен? Ой. Соскучились. Павлин, мавлин какой-то. Так, Иерофант, токсич, завод. Ну, давайте так. С учетом того, что перед этим вышло, у нас вышел этот мужчина, Павлин. Не знаю, насколько это ваше ближайшее окружение. Ну, окружение все равно же получается. Может, он как из прошлого. Не знаю, почему он приходит. Ну, давайте я уточню. Это тот мужчина, тот самый мужчина, Павлин, который был в сигнификации. Да, урожай, полный урожай. Это он. Ну, то есть, какой-то мужчина. Если сигнификация срезонировала, вы узнали его, то вот вам получается, вот этот товарищ, он двуличен. При этом сразу же показывают, смотрите, сочетание убийственное. Он себя несет, преподносит по карте Иерофант. Может, человек действительно, хотел сказать, не обделен интеллектом. Действительно что-то знает, может в своем деле, там, профессионал своего дела, да, дока, занимает какую-то там нишу, может быть,
там, в профессии, да, он реализован. Но тут больше даже другое. Тут он такой человек, который интересуется живо всем, может новыми знания какие-то получает, любит себя вот таким вот позиционировать наставником, учителем, человек, который знает многое, может дать дельный совет. У кого-то не свободен семейный женатик, даже может быть как это сказать, венчанный, да, но тут вот сочетание карты токсичности, токсичный иерофант, это в чем дальше проявляется? Тут оно дальше даже показано, как это все тут у него проявляется, но вот это сочетание говорит о том, что иерофант это вообще самая светлая карта в колоде, но рядом с вот этим токсичным, это история о том, что вот это вот для него очень важно показать, может быть, там, свою высокоморальность, да, там, если он там семьянин, то это может быть вот эти вот какие-то фотографии, уж не знаю, где там в соцсетях, где он там с женой в обнимку, еще что-нибудь. Вот такой он прям праведный. А на самом деле тут, говорят, очень много вопросов к этому мужчине. То есть там теневая сторона, двойственность, да? Вот он двуличен, вот в этом и проявляется. При этом для многих не важно выпячивать там свои какие-то достоинства, может быть, опять-таки какие-то регалии, награды, какие-то, может быть, заслуги. А для этого человека очень важно одобрение социума, восхищение. Вот этот вот такой товарищ. Так, как он еще проявляется? Кстати, может проявляться так в взаимоотношениях, в семье. Токсичность, смотрите, может даже подкупать тем, что он такой. Тут карта защита. В принципе, забота, защита. Но сразу же, как только расслабляется женщина, тут включается гиперопека. Но чего это касается? Видите, тут женщина такая под юбочкой держит клетку, и там ребенок сидит. Другими словами, незаметно забота, вот это вот вроде внимания, которое может подкупать, то есть там звонки какие-то там заботливые вроде бы, как ты себя там чувствуешь, там после работы может мужчина приезжать там с другого конца города, там вас забирать, дабы вы не тряслись там в каком-то общественном транспорте, еще что-нибудь. Это все очень быстро может перерасти вот это как ощущение, как в клетке, контроль, гиперопека, контроль, попытки контролировать вашу жизнь, может быть, даже исключить из вашей жизни каких-то людей, которые в ней присутствовали долгое время, вплоть до того, что родных каких-то. Так, вот такой человек. Так, перерождение, привидение, подарок, ребенок, дерево жизни. Так, о чем это? Ну тут у кого-то, знаете, как-то перерождение, смотрите, если вы с этим человеком расстались, то у него желание в вашу жизнь вернуться и незримо присутствовать в ней. Более того, кто-то тут и присутствует, узнает, как привидение где-то рядом с вами бродит. И это о том, что о вас узнают какую-то информацию. Может быть, даже вбросы какие-то делает информационные, может, какие-то провокации, даже вот как-то так. При этом подарок, ребенок, дерево жизни. О чем это? Так, двуличен. Не хочет он ни в коем случае рассказывать о том, что в его жизни сейчас какие-то трудности, неприятности, какие-то непреодолимые препятствия. Карта замок, он старается это все закрывать. И он тут, знаете, как заложник этих каких-то неприятностей. Он реально не может на это повлиять. Не знаю, вот не хотелось бы мне тут, конечно, так как-то это все трактовать. Но тут почему-то мне вот идет такая информация, что человек считает, что материально имеет огромное значение, я с этим согласна в нашей жизни, но тут он почему-то вот как-то так он по этим картам мне так хочется прочесть, что
мужчина думает, что если он тут как-то может проявиться в вашей жизни, материально вложится, может как-то, ну, тут как подарок, вот, то есть придет с каким-то подарком, то вполне возможно у него будут шансы на то, чтобы, может, с вами то ли воссоздать взаимоотношения, то ли в принципе вот почему-то он считает вас довольно-таки беззащитной в плане того, что он даже какой-то подарок может подарить, и это вас может как обезоружить, расположить к себе. Ну, как будто бы история какая-то, которая поставлена то ли на паузу, то ли троеточие в ваших взаимоотношениях. При желании, как будто бы, если он захочет, если правильно выберет подход к вам, то как будто бы можно заново эту историю переиграть или начать как... Ну, тут не с чистого листа, ну, как-то так. Так. Двуличие. Так. Это вы как ребенок. Ну, тут больше история о его эгоизме. Ребенок, и опять на него карта Солнца. Он просто как большой эгоистичный ребенок. Вот хочу и все. Вот если я захочу действительно чего-то, то тут как будто бы ни одна не сможет противостоять. Просто это история, ну, когорты, да, из тех мужчин, которые говорят, что все женщины продажны, просто нужно каждой найти подход, каждая имеет свою цену. Ну, это я утрирую, но вы поняли, да. Просто одной нужно женщины там действительно материально там, даже не знаю, там колье бриллиантовое, как другой машина там какая-то. Ну, не будем настолько круто, да, а третьей, в принципе, нужно просто эмоции какие-то, там, щеночка подарите, и вот она растает, да, а четвертая, уже не знаю, там, кактус какой-то, который цветет, там, вот, вау, или что-то там, вот вы поняли, да, вот тут такой товарищ, вот он просто настолько себе уверен. Ну, почему-то мне его показали, вот такой товарищ. Сказать, что он двуличен, в вашем окружении такой есть. И давайте посмотрим, чего вам ждать от него. Чего вам от него ждать? Вышла карта эгоиста. Убежденного. Карта убеждения. Так, болото, преграды, паук. Ну, девочки, тут такие планы. Чего вам ждать от него? Тут какой-то период в жизни этого мужчины сейчас, может быть, проходит. Смотрите, тут он считает, карта мне невозможно. Невозможно то ли быть с вами, то ли сейчас восстановить отношения. Какое-то одиночество, усталость от этого. И он тут какое-то время будто бы пребывает в этом состоянии. И, может быть, вы выстроили защиту уже. Вы, как на вытянутую ручку, там, может быть, стараетесь вообще с ним не пересекаться даже. Карта защита. Но тут дальше, чего вам от него ждать? Он в этом состоянии побудет, прочувствует это все. Может быть, уже он это все осознал, прочувствовал. Это какие-то свои переживания. Тут все это проходит. А дальше карта эгоизм и убеждение. Тут убежденный эгоист. Я говорю о том, что человек убежден в том, что если он чего-то хочет, он обязан это получить. Тут особо на ваши эти эмоции, на ваши какие-то желания никто не будет смотреть. Вот мне так идет. Знаете, вот видит он преграду, да, какие-то преграды, да, но при этом карта паук, он то ли дождется, пока вы в какие-то сети его попадете, потому что паук это, в принципе, да, он выстраивает эту паутину, ну, правильно, плетет, да, эту паутину, как сети какие-то, расставляет и ждет, пока попадет, вот, там, жертва попадет в его сети. Я не вижу, чтобы человек там слишком как-то старался, прикладывал усилия, да. Нет, он как будто вокруг себя вот это вот всю эту сеть какую-то будет плести.
Тут дальше борьба, воск, путь. Давайте так, если вы выбрали свой путь где-то, если вы стараетесь от него там держаться подальше, то человек будет какими-то вот тут к вам бороться даже, бороться, может быть, доказывать, что он вам нужен, что нужен союз с ним, нужно общение с ним. Ну вот мне так идет прям. Чего ждать от него? Так, карта воск, это вы? Нет, это... Но опять не идет, девочки, такие какие-то карты странные. Карта лиса, хитрость и карта воровство. Воровство мне часто выходит на человека, который готов брать, но в ответ нифига не дает, извините за выражение. Борьба с его стороны. Ну вот смотрите, борьба с его стороны, но черная кошка. Он это все будет делать как-то так, чтобы вы, может, даже не считали то, что он в вас заинтересован. То есть где-то будет набирать информацию про вас, где-то, может быть, даже какие-то встречи организовывать, дабы вы, между прочим, так как-то столкнулись лбами и пересеклись. В чем это? Ему как будто бы нужно вернуть ваше тут и уважение, и восхищение. Человек не может никак для себя понять и свыкнуться с тем, что вы уже давным-давно не ребенок, не наивная, доверчивая девочка. Вы давно уже превратились по карте воительница. Женщина с мечом, женщина, которая смогла все свои эмоции взять под контроль, да. Тут уже рациональный ум, уже все вы анализируете и прекрасно осознаете. Тут вот как будто бы человек этого не может учесть. Но опять-таки ему бы очень хотелось, чтобы восхищались тут его какими-то достижениями, может быть, карьерой, может быть, профессиональными этими какими-то там, опять-таки, навыки, достижения, какие-то там, не знаю, награды, что там у него. Что добился. Вот тут как будто бы вот этого ему очень хотелось бы. Тут вот этого карта метла, сплетни. Может быть, про себя что-то такое, какие-то вбросы делать. Но опять-таки, тут как будто он столкнется с тем, что вы уже совсем не та. Он помнит вас еще той девочкой наивной, но вы уже совершенно не та. Ну, тут желание где-то ну, вернуть вас ту, которая была прежде. И у человека опять-таки не до конца пазл сходится, что вы тут уже осознанно выбрали свой путь, может быть, этот путь и в вашей жизни вы даже близко не видите, чтобы рядом он был, да. Путь, лестница, выбор, так. Ну, что-то хорошего я бы не ждала, девочки. Особо хорошего, к сожалению. Почему? Потому что тут опять человек может вас сбить с какого-то вашего пути, карта лестница. У вас, в принципе, как бы неплохие планы. И тут может быть реализация, да. А он может тут вам карты перемешать, карта влюбленная. Где-то вот даже своими какими-то проявлениями может даже отбросить вас назад, ну, если можно так сказать, погрузить вас в прошлое. Карта горы, какие-то трудности, карта змея, искушение, соблазны. Другими словами, оно, ну, мне так идет, оно вам не надо 100 лет в обед. Но человек может просто ради того, чтобы самоутвердиться, ну, там, эгоист он выходит у меня. Человек хочет получить то, что он считает, что он может и должен получить вас. Может быть, как приз какой-то. Да, эгоизм, опять карта солнца. Вот хочу, чтобы было по-моему, какой-то вот детский прям эгоизм. Вот хочу эту игрушку, вот я ее получу, да, как детки себя ведут. Вот тут отчасти с его стороны такое непреодолимое желание где-то вас заполучить. А что дальше будет тут? По-моему, человек особо даже не задумывается. Просто в моменте вот хочу и все. Вот эти сочетания мне нравятся. Убежденный эгоист. Так, ладно, вот такой у меня сегодня расклад.
вышел, девочки. Вот в окружении вашем вот этот человек двуличен, и чего вам от него ждать? Я бы ничего хорошего не ждала. Тут вы как будто бы стараетесь от него, наоборот, закрыться. Тут может быть болезненный этот опыт, который был с ним, стараетесь уже прожить и забыть, да, а тут он может опять на пороге появиться, или как-то о себе дать знать, напомнить о себе. Ну, я бы была поосторожней с ним. Все, мои хорошие. Такой расклад. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Но те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо. Умнички.